Здравствуйте, мои дорогие. После слез идет счастье. Оно уже рядом. Что это такое? Что это такое к вам идет такое после слез? Вы зачем плакали? Давайте посмотрим сначала тогда предысторию. Зачем же вы плакали? Что это такое было? А вы влюбились. Или было вдохновение, была вера, что все будет хорошо, что вы какой-то центр вселенной, и вокруг вас идет вот какая-то такая классная энергия. Знаете, настолько отдались этому чувству, а, доверились человеку, просто раскрыли душу человеку. Вы поверили, что этот человек самый правильный, самый ценный, самый лучший человек в мире. Ну, тут влюбились в мужчину, император идет. Но, как оказалось, было много несогласий. Когда вы еще на этапе встречания, на этапе знакомства с этим человеком были, этот человек каким-то образом показывал уже свой характер или же свое отношение к тем или иным нюансам. Где-то, конечно, мы, особенно когда два человека встречаются только, да, в любом случае есть что-то, что они скрывают друг от друга, чтобы показаться лучшим. Но тут были проявления, были, например, какое-то резкое реагирование на что-то у мужчины, что-то, с чем вы не согласны были бы, но почему-то, ну вот как спускали, прощая это. Что-то незначительное, но настолько все-таки кажется незначительным. Или же вы говорили себе, это незначительно. Но это было очень значительно в итоге, потому что в итоге такое поведение дало о себе знать в будущем. Теперь это уже даже и это будущее уже прошлое, потому что я тут говорю о человеке, скорее всего, которого вы оставили, или он оставил вас. Ну, посмотрим. Вот такая вот интересная предыстория. От чего были слезы? О, так вы даже с этим мужчиной были замужем за ним, что ли? Либо велось все к тому, чтобы вы были вместе, чтобы вы были с ним мужем и женой. Возможно, даже и ребенка либо хотели, либо вообще-то даже имели с этим человеком. После каких таких слез? Что это за слезы? Вы очень сильно изменились рядышком с этим человеком. Вы почему-то думали, что вы должны как-то этим отношениям, может быть, как-то должны переделать мужчину, вы должны с ним идти. Это ваша либо карма, либо ваша судьба. Вы прям поверили в это. Но это увенчалось тем, что очень много слез было пролито. И вы, слава богу, что у вас будто бы, знаете, какое-то прозрение наступило, и вы увидели открытую дверь. Вернее, даже просто, что есть дверь, а там уже открою сама. Вот просто, что есть дверь, и там вот какой-то знак, что иди туда. Вы поняли, что так можно. Вот, потому что тут была даже, можно сказать, зацикленность на отношениях с этим человеком. Зацикленность после слез. Что за слезы? От чего слезы? Покажите мне этого мужчину, который вот почему-то вызывал эти слезы. Он не хотел видеть ни слез ваших, не соглашаться с вами с чем-то. На начальных этапах, да, это было видно. Вам казалось, что вы открываете душу, и человек перед вами открывает душу. А на самом деле, смотрите, вы открываете душу, а он берет. Берет открытую душу. Вот так вот. Что я спрашивала? Что это за человек, который с закрытыми глазами и совершенно закрыт от вас? У него свои тараканы в голове, с которыми он должен разобраться был. И вы, в принципе, совершенно не могли ему каким-то образом в этом помочь. Со всеми демонами он справлялся сам. Должен был, давайте так, справиться сам. Вот эта закрытость, она как непрогляд какой-то на человеке, как даже слово защита сюда не подходит. Как, знаете, какой-то замок на нем был. Вот какой-то замок на этом человеке. Что это за человек такой был, который не хотел вас слышать? Он чувствовал, что он прям звезда. Очень сильно влиял на вас, очень сильно. По отношению к вам он умел привязать, смог привязать. Возможно, он и не сильно сильный человек, и не силен духом, но вот в данном контексте ваших отношений вы действительно подверглись влиянию этого человека и позволили себе привязать себя к нему. Вы и сами привязались к нему очень сильно. У вас было
Ну, тут семейные отношения показывают. Тут могла быть семья, либо к семье все шло. Так, я теперь хочу вот эти карты забрать, да, и посмотреть кое-что другое. После слез. Это была вот как сигнификация, да, я знаю, что девочки любят, когда я сигнификацию делаю, окей. И после слез приходит счастье. Оно идет к вам, оно уже на пути, в пути, уже рядом. Хорошо. После слез счастье. Это счастье вас сделает как будто бы целостной, да, то есть это что-то большое, крупное, целое, полное. Это действительно полноценное счастье, безграничное. И ваше, вот именно лично ваше счастье. Что за счастье идет к вам? Что это за счастье? Ну, во-первых, тут идут деньги. Тут также могут говорить о том, что вы как доверились мужчине, да, и тратили деньги очень сильно. Вот в этих отношениях. Может, это отношение вообще сотрудник, подчиненный, понимаете как? Когда приходилось выкладываться. А если это и брачные отношения, или же отношения, когда люди встречаются как пара, я тут вижу очень большой ресурс вы отдавали этому человеку. Кто-то финансовый ресурс. Не знаю, закрывали долги, может быть, его. А может быть, вы отдавали свой ресурс, еще более серьезный, ваш энергетический ресурс, закрывая все его проблемы. А себе что-то оставили? Наверное, нет. Он был очень жестким, особенно в конце каким-то жестким человеком, то есть вообще не хотел видеть вашу боль, ваше страдание, ваше одиночество. А для него это будто бы, ну вот лучше меня не трогай, вот как-то так было. Чтобы потом не нужно было, никто меня не обвинил, вот так вот он чувствовал и видел. А счастье идет, знаете какое? Сначала идет богатство, ресурс какой-то идет. Вы будто бы становитесь на ступеньку, где вас замечают, видят, поддерживают. Это что-то, что вы создаете для других людей. И это приносит вам деньги. То есть, возможно, и отношения закрыты, да, этим вопросом, но это только начало. Потому что Вселенная говорит, что она там тратила какой-то ресурс. Вот этот ресурс и придет. Ресурс, который вы тратили в этих отношениях, какие бы они ни были, деловые, либо любовные, этот ресурс вы сейчас получите сполна, по девяточке. Тут полный. То есть вы будете чувствовать себя хорошо. Нервы тратили, ну, вам дадут восстановление, прекрасное восстановление. Тратили, может быть, деньги, вам дадут сполна. Вот такое счастье идет для начала. То есть восполнение ресурса, который вы потратили вот в этих отношениях. Вы даже можете этот ресурс еще больше приумножить, развить, правильно организовав время. У вас легче жизнь станет, проще смотреть на обстоятельства будете и как-то, вот видите, как очень крепко стоять на ногах, чувствовать эту землю. Тут босая девушка. После слез приходит счастье. Какое счастье идет уже к вам? Тут признание, тут, конечно же, вы звезда. Может быть, исполнение вашей звезды, вашей мечты. Вы достигаете, вот просто берете с неба звезду, которую вы хотели, которую вы загадывали. А на дне колоды, смотрите, я просто вот посмотрела, смеется вот такой вот мужчина с пентаклем и большим количеством этим пентаклей за его спиной, да, то есть то, что он заработал. Вот такой вот какой-то мужчина идет к вам. И карта справедливости рядышком с ним говорит о том, что этот человек идет вам по судьбе и по закону справедливости, то есть то, что вы заслужили. А вы заслужили реально корону какую-то заслужили. Этот мужчина идет вас короновать. Уж поймите, как хотите. Может быть, и в церкви короновать, да? А может быть, и просто на пьедестал поставить. А может быть, вы станете лучшим сотрудником и вас повысят?
То есть то, что вы потеряли, вам будут восполнять. Восполнять Вселенная любит. А почему она вам восполняет? Вот почему? Чем вы заслужили? Да потому что вы пришли будто бы в себя и поняли, что этот мир создан для вас. Что в этом мире вы единственная та, которая может это все поменять. Что вам одной нужно счастье в этом мире, в вашем мире. Вот так вот он говорит. Как будто бы поняли какой-то закон Вселенной и следуете ему, целеустремленно двигаясь вперед. Приходит счастье. Оно уже идет к вам. Какое счастье к вам идет? Какое счастье идет? Королева кубков. Может, это будет воссоединение с семьей. Королева кубков это может указывать на какого-то человека родного. А может, это вас показывает? Ну, давайте посмотрим. Королева кубков. Какое счастье к вам идет? Какое счастье к вам идет? Так, ну что, для королевы кубков идет человек, который готов ковать это счастье не просто вместе с ней, а ради нее, для нее. Потому что он уже счастлив по сути, и вот ваш образ будет делать его еще более счастливым, мотивировать его делать для вас еще больше счастья. Тут идет мужчина для женщины. Вот так. Чтобы ковать для нее счастье. Давать ей силы. Но сначала мы сами приобретаем эту силу, да. Ведь если немощное состояние, то оно немощи какую-то притянет. А здесь сильный человек идет. Тут, скорее всего, вы в силе своей были, и этот человек притянулся к вам. Вы умели держать баланс, говорят карты. Как он вас встретил? Умели мечтать. И знали, что вам нужно достичь вашей цели. То есть вы откуда, вот знаете, вот эта карта говорит, что вы эту энергию брали из ниоткуда, просто из ниоткуда. Просто на инерции какой-то. Вы двигались к цели, без энергии, на одной силе мысли. И вы знаете, у вас получалось брать большие рубежи. Сами открывали для себя двери. Возможно, это кому-то предстоит еще, да, вот поставила цель и идет. И у вас победа. Победа. Здесь какая-то победа вами будет одержана. Вот как то, что вы хотели получить, оно будет в ваших руках. Что-то вы вот сейчас о чем-то думаете, да, и хотите это получить. Это будет у вас. Тут нужно просто разогнаться очень сильно. Десятка пентаклей на дне колоды только что показалось. Так, после слез приходит счастье. Оно уже идет к вам. Рядом уже это счастье. Что это за счастье, которое к вам идет? Счастье. Счастье. Это мир знаний. Смотрите, какой мир знаний открывается. Какие-то тайны. О, класс. Но вы не удовлетворены своим результатом. Вот вы учитесь. Три карты об этом говорят. Но вы не удовлетворены своим результатом, как будто бы вот еще что-то. А то, что есть, оно уже не то. Понимаете как? Воспользуйтесь тем, что есть сейчас, да, и еще увидите какое-то предложение еще тогда извне будет. Вы просто, увлекаясь процессом познания какого-то, да, какую-то информацию, может, ищете, а тут по большей части как идет изучение. Счастье в науке, да, вот прям в науке какой-то, да любой, в изучении чего-то, в познании чего-то. Но вы не осознаете, что вы часть информации разбрасываете зря. Просто зря. Вот это нужно учесть. Вот этот момент очень важный. Нужно больше накапливать, не распылять пока эту информацию. Здесь еще может такой момент быть, что вы растянули очень сильно это обучение. Вот. Такое счастье к вам идет. Это хорошо, когда... Да, тут валеты идут. Это все-таки
идет какой-то процесс познания. Буквально вот из ничего идет хороший рост, идет какой-то шаг. Здесь показан еще человек, родной вам, дорогой какой-то человек. Он рядышком с вами, тоже вот в этом процессе. Как поддерживает вас, или вы его. Создает для вас стойкую какую-то ситуацию, да, стойкие условия, чтобы вы могли действительно это все проходить, вот эти пройти путь обучения. Какое счастье идет к вам? Какое счастье идет к вам? Вот это счастье интересное. Так. А здесь тот, кто хотел уйти от наказания, это наказание получает. Я не знаю, какое-то счастье интересное. Вы смотрите со стороны, как ваш враг получает наказание. Вот этот вор, дьявол берется за него, он все видит. А вы наблюдаете за тем, как правосудие вершится. Врага вашего какого-то. Кто это эти люди? Просто видите, как сковывают обстоятельства. Кто эти люди? Что они вам такого сделали, что... Ну, бывает. Ну, тут деньги могли играть речь. Задержки, как задерживали в чем-то. Вот такие вот люди есть. И праздновали победу, вы видите? Злорадствовали над вами. Ну, им пришел вот конец. Ну и слава богу, потому что солнышко на вашей стороне сейчас. Не знаю. Счастье в том, что вы выстояли какого-то дикого злопыхателя. Вот выстояли его. И по справедливости вам дается, во-первых, видеть, как эти враги действительно не просто отступают, а получают наказание, но также видеть вашу стойкость и победу. То есть идет какая-то справедливость. Возможно, вы видите правду про этих людей, раскрывают вам. У вас после вот этого идет какое-то новое начало, новая жизнь, новое начало. Так, и здесь еще, знаете что, тут какая-то справедливость наступает после момента, когда вы подвергались нападкам людей, либо обманам каким-то, вот, потому что тут дьявол стоял, видите, он показывал вам искривленное зеркало, искривленное какое-то видение, но вы выстояли, и вы получили свою награду, вы получили то, что по праву ваше. Вот то, что по праву ваше, это как возврат того, что у вас могли забрать, не знаю, каким-то обманом. Вы это получаете, справедливость восторжествует. После слез приходит счастье, оно уже идет. Это рядом. Что это? Что это? Солнце? О, что это? Какое счастье идет к вам? Что тут еще сказать? 3 старших аркана. Солнце и Луна. Видите как? А вот этот аркан говорит об познании своего внутреннего мира. Одна или один. Идет ваша красота, вот к вам идет ваша красота. Вы как заново рождаетесь, перерождаетесь. Вы действительно будете счастливы, потому что вы как какой-то шанс ухватили, видите, за хвостик. Рядышком дорогие, любимые люди. Вот такое счастье. Ой, тут заканчивается какая-то ситуация еще сложная с женщиной, вот, которая вместе с вами целила в какую-то цель, одну и ту же цель. Вот. Там заканчивается этот процесс. Либо вы помиритесь с ней, либо вы просто, ну вот это вы, да, в состоянии, когда у вас все хорошо, а она остается не в удел. Вот, то есть в вашу пользу в любом случае решится этот вопрос с какой-то женщиной, королева мечей. Кто она вам такая?
Кто она вам такая? Тут такие отношения денежные, и рядышком есть человек. Мужчина, король кубков, скорее всего, это любимый человек ваш. Когда-то любимый. Но его не первым показали, значит, он уже не любимый. На этот вопрос отвечая. Вы многое поняли, многое осознали. Это ваша победа будет. Десятка кубков — это когда не один человек, да, когда вы были одни, да, когда вы были одни, и когда приходилось отстаивать свою правоту самостоятельно, то это время закончилось. Вы действительно попадаете в свою цель, и встречая человека, который вам составляет пару, вы становитесь более счастливой, более радостной, более какой-то просветленной даже, совершенно другой. Тут такая трансформация будет сумасшедшая. Потому что когда один человек, да, он по-другому мыслит, по-другому ведет свою жизнь, по-другому живет, естественно, потому что рядышком никто не бегает, это совсем другой, да, другая жизнь. И сама проблема решаю, и сама все. А когда есть любимый человек и еще семья, да, это совсем другие вещи, ведь не так ли? Вот. И была тут соперница какая-то у вас, видите, соперница. Хорошо. И что этот человек? Вам что ли возвращается какой-то из соперничества? О, да, я вижу, что вы не рассматриваете какого-то человека для отношений. Вы планируете уже другую жизнь, вы планируете семейную жизнь с другим человеком, потому и отвечаете «нет» тому, кто возвращается из отношений с другой женщиной, возможно. Вот вы ему говорите «нет», потому что он вам ничего дать не может. А вот тут идет, да, а все-таки развязка к тому, что вы знаете, что вам нужно, что вы знаете, какие отношения должны быть. Да, что это за десяточка кубков? Все-таки это отношения, семейные отношения, когда два человека любят, вот то, что я ранее говорила. И так и будет. Но уже не с тем, который был с кем-то там. Вы ему говорите, я знаю, что я хочу счастливые отношения, хочу счастливую семью, чтобы я была там на первом месте. Вот так и будет. Такие отношения к вам идут, и я уже ранее говорила об этом. Вот так. После слез приходит счастье, оно уже идет к вам, это замечательно. Пускай так и будет. Мужчина, который в вас влюбится, говорят, по большей части вы начнете с ним отношения. Тут вот об этом только и говорят. Хорошо. Если идет мужчина, и деньги, это очень хорошо. Не знаю, сюда, допустим, могут говорить, что, допустим, деньги приходят, потому что есть хорошая работа, да. Также, любым другим способом, который позволяет вам реализоваться в этом мире и показать свою силу. Естественно, за это Вселенная платит большие награды. Вот. Тем, кому идет человек, да, там действительно будет сильная любовь. Я вижу, что мужчина очень сильно влюбляется в вас, и вы вместе что-то создаете. Я бы хотела еще вот такой вопрос задать. Кто этот мужчина, который идет к вам? Да, вот ресурсный нам показали. Пускай будет. Кто этот мужчина, который идет к вам? Во-первых, тут что хотят? Акцент на то, что это будет большая любовь. Это будет любовь, которую вы будете создавать вместе. А по пажу кубков, возможно, этот человек как-то больше любит вас, чем вы его. То есть тут любовь идет такая. Либо ставит вас выше, чем он сам. В первое время, может быть, да. Кто этот человек? Это человек, который просветленный. И мне тут идет вот будто бы для некоторых немножко младше вас. Может быть, даже на год, на два. А может, еще и больше. Человек, который может делать одновременно много дел, да, то есть очень трудолюбивый. Но одновременно это мужчина, который занимает какой-то пост. А также тут могут говорить, что вот именно этот мужчина, который идет, да, он
имеет какое-то влияние, да, влияние на общество, влияние на, не знаю, на развитие своей компании, либо занимая какую-то должность, он имеет влияние на людей. Могут говорить, да, что там либо железом работает, либо он работает в сфере юриспруденции, но я не вижу к этому привязку сейчас, да, я тут вижу больше как характер у него такой. Кто этот мужчина оставил прошлое и сейчас э, активно, может, над чем-то работает, трудится. И я тут вижу, что может начаться что-то с переписки, да, вот. Либо переписка — это как-то основной какой-то такой промежуток, когда вы будете общаться, да, а познакомитесь там, ну, допустим, в других условиях, тоже может быть такое. Но то, что я вижу, что эти отношения несут вам удовольствие, счастье, умиротворение такое, знаете, наслаждение, ну, это однозначно, видите? Пару рекомендаций сейчас от высших сил для вас вот в этом счастье. Десятка пентаклей. Берите курс на богатые отношения. А для вас богатые отношения — это по-своему у каждого, правда ведь? И прям вот на этом и стойте, на этом и остановитесь. Пятерка мечей, знаете, что у вас много завистников, и тут лучше самой себе прикусить язык, да, то есть если у вас прям счастье, вы видите, ну, вам классно с мужчиной, который у вас с вами рядом, то лучше молчите, потому что завистники, смотрите, ходят и выслеживают вас. Даже какое-то слово сказанное даже, ну, людям, казалось бы, которые, ну, не могут пожелать плохого, ну, вот этот момент может сыграть все. Если вы расскажете, ну, как-то так, лучше не делиться, пока не будет стойкое положение. Потому что до момента, пока не устаканится до конца. Вот так, не делитесь ни с кем информацией о своем счастье, ни о каком. А только тогда, когда вы получили его, ну как, 100% и точно подписано уже все, да? Сейчас вам говорят, что вы можете быть в каком-то неведении, да, что-то не видеть, как-то ограниченно быть. Но в итоге достаточно скоро будет шанс к развязанным рукам, да, то есть для вас будет открыто пространство и открыто поле для деятельности, поле для решения вашего вопроса. Ну, видите как. Воспользуйтесь возможностью, решив этот вопрос, отпраздновать и сказать: да, у меня все классно, на моей улице наконец-то праздник, и судьба меняется в лучшую сторону. Вот тут говорят просто: встань на гребень той волны, которая сейчас идет к тебе. Ну, тут получится. Просто подхвати удачу, и тогда сможешь воспользоваться. Тут, как знаете, как у вас будут просто люди рядышком, которые вам составляют вы лучшую вашу команду, да, лучших ваших близких или просто команду людей, которые вместе действуют. То есть одна волшебная палочка — это хорошо, а их 4 — это лучше. К привязкам относитесь спокойно на душе, да, то есть старайтесь не агрессировать, если вы понимаете там, что привязаны к чему-то, да, но э, не зацикливайтесь, да, все-таки. Старайтесь больше давать своему организму отдых. Вот такой еще интересный и странный, странные рекомендации. Понимаете как? Или если когда чувствуете, что вот что-то вас держит, да, вот какая-то жертвенность, привязка, то дайте себе возможность выдохнуть, отдохнуть. Тут нужен отдых. Что-то вас как цепляет, знаете. Пускай вас не пугают какие-то временные сложности, да, на пути. Тут будет пара, и будет два прекрасных человека, которые взаимодействуют друг с другом. И не пугайтесь, что, может быть, вы как-то не так ну, говорите, не так, может, выглядите, что-то вас может напрягать. Вот, потому что только спокойствие внутри, спокойствие в душе, не знаю, послушайте этот расклад еще раз, может быть, если кто-то чувствует вот такое странное чувство, да. Я покажу, а вы поймете. Приводите себя медитациями в порядок, отдыхом, не знаю, какими-то, балуйте себя, вот как ребенок, какими-то радостями жизненными, это различными радостями. Даже выйти на природу, либо, не знаю,
купить себе что-то время от времени, если есть такая возможность, да. Ну, чем-то себя радуйте все-таки, да, в меру своей возможности. Просто выпишите в список радостей. Вот ручка, да, вот ребенок удивляется этому миру, это вы. И только вы умеете еще писать этой ручкой, и напишите вот эти 100 радостей, которые вам приносят то внутреннее удовлетворение жизнью. И соблюдая очередность, можете исполнять эту радость буквально каждый день по графику. Мои дорогие, я очень рада, что вы были здесь. Спасибо, лайки, комментарии. За финансовую поддержку спасибо. И хочу, чтобы Вселенная вам в разы больше давала назад. А также хочу поблагодарить тех, кто голосует за мое видео. Интересно было бы, не знаю, насколько это классно, но интересно было бы попасть вот в топчик этих 100, которые набирают голоса. Я буду благодарна. Пускай вот за каждую вашу нажатие вам Вселенная, не знаю, в 100 раз давала больше признания, больше денег, больше всего. Я вам очень благодарна, что вы у меня такие замечательные, классные. Всего доброго. Пока-пока.